Сегодня готовим вместе с вами изумительно вкусный кокосовый торт. Для него подготовьте для теста 6 белков, 90 грамм сахара, 90 грамм муки, 70 грамм кокосовой стружки. И для крема 6 желтков, 160 грамм сахара, 700 миллилитров молока, 70 грамм кукурузного крахмала, ваниль, 150 грамм сливочного масла, 35 грамм кокосовой стружки и 2 столовые ложки дробленого миндаля. И несколько видов вариантов пропитки и сам рецепт торта я оставлю внизу в описании к этому ролику. А теперь давайте начнем. Торт готовится достаточно быстро, просто важна последовательность и подготовка. Сначала разогрейте духовку на 180 градусов режим вверх-вниз. И теперь приступаем к отделению желтков от белков. Взбейте белки с сахаром до плотной устойчивой массы. Взбивать около 5-6 минут. После того, как яичная масса взбилась, добавьте муку, просейте ее и перемешайте аккуратно круговыми движениями сверху вниз, и потом добавьте кокосовую стружку. Выстелите противень бумагой для выпечки. У меня размер противня 30 на 40, и если вы не уверены в своей бумаге для выпечки, что все будет хорошо отходить и отлипать, то предварительно смажьте его бумажным полотенцем, смоченным в растительном масле. Выложите тесто и очень хорошо разровняйте по поверхности. Я это делаю строительным шпателем, который приобрела специально персонально для кондитерских целей. Можно делать также силиконовой лопаткой. Если уж ничего нет, то можно сделать линейкой. Выпекаем ровно 11 минут и готовность проверьте деревянной зубочисткой. При вытыкании она должна выходить сухой. Приступаем к заварному крему. Нужно довести почти до кипения молоко вместе с ванилью. Пока греется молоко, желтки вместе с сахаром взбивайте около 4 минут. Масса должна увеличиться в 1,5 раза. Добавьте немного горячего молока в яичную смесь и потом следом сразу крахмал и хорошо перемешайте. Добавьте кокосовую стружку. Вылейте яичную массу в горячее молоко и параллельно хорошо промешивайте. Варить крем нужно до такого состояния, пока он не загустеет. Это примерно 5 минут. И обязательно важно хорошо промешивать. Лучше всего это делать силиконовой лопаткой.
Как только крем загустеет, хорошо его перемешайте венчиком и уберите с плиты. Переложите крем для лучшего остывания в плоскую миску либо тарелку. Накрыть крем пищевой пленкой в контакт. Это значит, что не просто накрыть миску, а нужно прислонить пленку к крему. Очень важно крем остудить до холодного состояния, потому что при взбивании с маслом, если у вас будет крем теплый, масло растает. Бисквит готов. Накройте его вторым листом бумаги для выпечки и переверните. Приступаем к самому интересному. Теперь нужно бисквит разрезать на 3 части. Для этого сначала измерьте ширину бисквита, в моем случае это 30 сантиметров, и разделите пополам, получается 15. Теперь 15 сантиметров отмерьте на длинной стороне коржа и разрежьте бисквит. Теперь на широкой стороне бисквита отмерьте 15 сантиметров, пополам разрежьте бисквит. Сложите каждую часть коржа друг на друга и обрежьте, где есть неровности. Продолжаем готовить крем. Взбейте теплое сливочное масло до белого состояния и постепенно введите крем. Я это делаю: сначала ввожу половину крема, хорошо взбиваю и потом оставшуюся часть крема и продолжаю еще хорошо взбивать. В сумме я взбивала около 5 минут. Крем получается очень вкусный, пышный и сливочный. В дальнейшем будет много рецептов с этим кремом. Вы можете использовать его для Наполеона, для эклеров, либо для других любых десертов. По желанию вы можете немного отложить крема, чтобы в конце украсить торт. Добавьте орехи и хорошо промешайте. Хорошо пропитайте коржи. У меня пропитка из сгущенки и молока. Визуально разделите крем на 3 части и каждую часть выкладывайте между коржами и хорошо выровняйте торт.
Пропитывается торт в холодильнике от 5 до 6 часов. Я разрезала торт на равные порционные кусочки, украсила сверху кремом, который заранее отложила, и посыпала кокосовой стружкой. Получается очень вкусный торт, сливочно-кокосовый крем, кокосовый бисквит и хруст орешков. Обязательно приготовьте и делитесь этим рецептом своими друзьями и близкими. Оставляйте комментарии и лайки под этим видео. И делитесь со мной своими отзывами в моем профиле Инстаграма, ссылку оставлю на него внизу к описанию к этому ролику. До свидания!